И вот я знаю, даже не говорите мне, я представляю, как это выглядит. Вы сидите дома или на работе, или где-то еще, и листаете картинки с интерьерами, выбираете что-то подходящее себе. И тут вдруг вы видите, как на стенах ваш любимый цвет. И вы думаете, надо срочно написать дизайнеру, что же это за цвет. А они не отвечают. Давайте разберем, почему. Меня зовут Шелковская Наталья, я дизайнер интерьеров, а вы на канале Шелнат. Но прежде чем мы начнем, хочу поделиться с вами радостной новостью. На протяжении этого года вы регулярно спрашивали про мои украшения и где такие купить. А я не могла сказать, ведь они нигде не продавались, потому что они были сделаны на заказ по моим эскизам. Но когда подобных вопросов стало очень много, я решила, что пришло время на них ответить и запустить свою коллекцию, чтобы каждый мог купить себе такую же ювелирку «Трансформер». Вы же видели, что у меня то черный жемчуг, то белый, то серебро, то золото, то родий. Как раз поэтому мои ювелирные украшения – трансформеры. Ведь из них можно создавать свои комбинации из цветов и форм под каждый образ и настроение. Первая партия уже произведена, и вы можете порадовать себя или своих близких к празднику. Ссылку на коллекцию я оставлю в описании к этому видео. И да, кстати, вот это мой инстаграм, где я тоже не отвечаю на вопрос, что за краска у меня на стенах и что это за оттенок. А причина такого увиливания очень проста. Дело в том, что вы смотрите на картинку с какого-то гаджета, например, iPhone 7, и если вы посмотрите на эту же картинку с 10-го айфона, это будет уже совершенно другая картинка с совершенно другими оттенками. И если вы посмотрите на эту же картинку с ноутбука, со своими настройками экрана, с планшета, или вообще возьмете и распечатаете эту картинку и пойдете с ней в магазин, это будут везде всегда разные оттенки. Более того, когда дизайнер настраивает на своем мониторе вот эту картинку, он тоже получает специфический, очень субъективный оттенок с учетом настроек монитора именно его компьютера. И ориентироваться на это нет вообще никакого смысла. На самом деле ситуация еще хуже. Дело в том, что когда вы даже в магазине выбираете оттенок краски, вы выбираете его с учетом освещения, которое есть в магазине. И это освещение может быть не всегда самым правильным. Зачастую это какой-нибудь выжигающий глаза синюшный оттенок. И вот с этим вот цветом вы выбираете себе такой прекрасный, спокойный, серо-бежевый тауп какой-нибудь, о котором очень многие мечтают. Я знаю, это очень популярный оттенок. И вот все себе хотят такой какой-нибудь теплый, серый. И вот они вот этот теплый серый выбирают при таком достаточно холодном освещении, и потом привозят этот оттенок домой, и получается рыжий цвет. Очень плохой и некрасивый цвет. Или есть еще ситуация, когда вы в магазине стоите и выбираете эти оттенки, и потом думаете, о, какой замечательный образец краски или обоев. Возьму-ка я его себе, сфотографирую и потом буду ходить и прикладывать это к паркету или там к шторам или еще к чему-нибудь. Вы же должны понимать, что когда вы фотографируете вот этот вот кусочек, образец цвета, обоев или еще чего-то, вы накладываете на этот оттенок настройки вашего телефона или на что вы там фотографируете. Вы это должны понимать. Так что тут тыкай пальцами в экран, не тыкай, все равно мы приходим к тому, что нам необходимо делать выкрасы на стенах. И вот здесь вот, внимание, купить 3, 4, 5 пробников красок, это будет экономия для вас. В демократических брендах, которые продаются в строительных гипермаркетах, вы можете увидеть краску, которую разливают в баночке объемом литр. Это многовато на самом деле для выкраса, но все зависит от ваших задач. Может быть, вы хотите сделать несколько выкрасов, и тогда это будет уместно. А вот в магазинах, где продается дизайнерская краска, там вы уже можете увидеть баночки-малюськи. И вот их как раз хватает на один выкрас четко. Они специально для этого и изобретены. И вот после того, как вы купили эту краску, купили эти пробнички, вам необходимо приехать на стройку и на подготовленном, например, холсте
на подготовленном загрунтованном листе гипсокартона, либо на куске обоев, которые вы собираетесь красить в этот цвет, сделать выкрасы. Причем выкрасы нужно делать достаточно объемное такое цветовое пятно, должно быть где-то формата А4, А3, красите их в край, то есть не нужно вот это 2-3 раза мазанули и типа нормально, нет, это не подойдет. Нам нужно вот практически все это в край, чтобы у нас было большое объемное цветовое пятно. Плюс, пока вы красите что-то одним цветом, другой цвет засыхает, вы потом третий красите, вам необходимо заново потом пройтись этими цветами и сделать второй и третий слои, чтобы цвет был плотный, без проплешин. Потому что у меня однажды был такой случай, когда заказчик утвердил, строители сами сделали выкрасы, они сказали, вот мы помазали здесь, заказчик нормально, сойдет. И заказчик посмотрел, сказал, о, отлично, такой нежненький, синенький. А потом получился такой термоядерный синий, глубокий. И это, конечно, никому не нужно, и ссоры, крики, скандалы нет. Выкрас должен быть плотный, 2-3 слоя. Вот это нам подходит. И потом вот этот выкрас вы рассматриваете при разном освещении, при дневном, при вечернем, при искусственном, и уже потом принимайте решение. Поверьте мне, вот то, что вам нравится на малюсеньком вот этом вот кусочечке, на маленьком образце, еще совершенно не факт, что вам понравится в объеме. В большинстве случаев происходит именно наоборот. Когда мы вот видим малюсенький вот этот вот кусочек, нам он нравится. Более того, он, кстати, имеет еще, скорее всего, вы смотрите его, и у него белая какая-нибудь подложка, белое основание сзади. И вам он кажется немножко другим, вы его воспринимаете с белым фоном. А когда он в большом объеме у вас размещен на стену или там на куске обоев, которые вы собираетесь им красить, у вас уже совершенно другое восприятие будет этого цвета. Скорее всего, вы даже поменяете решение свое. И вот как раз еще важно учитывать фактуру, на которую вы будете наносить этот оттенок. То есть, если это гладкие, ровные какие-то поверхности, это одно. Если это будут какие-то рельефы, если это будут, там, я не знаю, трещинки или какие-то пупырышки, это все будет давать свои оттенки, будут тени, будут дополнительные какие-то затемнения и искажения вашего, возможно, любимого цвета. И вы будете менять решение. Поэтому без выкрасов вообще ничего делать нельзя. Кстати, для некоторых не очень ярких оттенков, светлых, может подойти формат выкрасов прямо на подготовленной стене, но нужно обязательно предупредить маляров о сём великом событии, потому что для них это может быть важно. Есть еще один вариант выкрасов, который известен на Западе, но у нас в России он как-то не очень известен и не очень популярен. Рассказываю о нем. Можно выкрасить нужным вам цветом коробку из-под обуви внутри. И тогда у вас получается макет комнаты. И вы видите, как на какой стене цвет будет смотреться. На стене, где расположено окно, на боковых стенах, на задней, куда свет падает из окна. И принять решение сразу по этому макету. Иногда это может быть удобно. А еще в 865 тысяч раз быстрее принимаются решения об оттенке, когда у вас на руках уже есть все образцы материалов, которые будут принимать участие в ремонте. Когда у вас есть образцы паркета, когда у вас есть образцы плитки, образцы столешницы или еще других каких-то материалов. Вы все это вместе раскладываете, видите и утверждаете. И да, кстати, собирайте во время ремонта вот эти все кусочки, возите их всегда с собой, это очень удобно. Теперь я вам быстренько расскажу, как выбрать краску по техническим свойствам. Вот есть 2% глянец, это практически матовая полностью краска. Еще ее называют, иногда на баночках пишут глубокий матовый или еще какие-нибудь драматические приписки делают к этому матовому, чтобы показать, что это матовее просто невозможно. Вот та краска, где матовее просто невозможно, она на самом деле больше всего подходит для потолка. Потому что вот такая краска, она, конечно, очень сильно пачкается, но она очень классная, потому что она скрывает дефекты поверхности, потому что она создает очень теплое и приятное бархатистое ощущение и как-то наполняет комнату уютом. Есть такой эффект.
Но из-за того, что ее очень легко испачкать и как-то повредить, то, конечно, лучше ее наносить на те поверхности, до которых вы руками никогда не дотронетесь, а это на потолок. Когда глянцевость у краски достигает 7-12%, это вот у каждой краски, конечно, по-своему, у каждого бренда, но вот в среднем вот этот вот диапазон 7-12%, может быть 5-12%, вот так иногда бывает. Это степень глянцевости яичной скорлупы. Она в некоторых брендах даже называется eggshell. И вот этот вот eggshell, он идеален для стен, потому что он все еще остается достаточно матовым, но при этом он гораздо проще моется, его проще отмыть какой-нибудь меламиновой губкой и не стереть полностью, и он очень хорошо подходит для обоев под покраску. Когда процент глянцевости в краске достигает цифры в 20, то ее уже называют полуматовый, или сатин, или шелковистый матовый, какой-нибудь такой. Или придумайте сами любое название, потому что маркетологи, они, конечно, извращаются как могут, чтобы передать это техническое свойство, да, и количество блеска, чтобы вам было понятно по названию. Но вы должны понимать, что чем больше в краске глянца, тем лучше она будет мыться, она будет более износостойкая, то есть относительно предыдущего варианта, да, где 7-12 был процент. Здесь вы уже гораздо проще очистите стены, но здесь уже будет больше блеска, и здесь уже будет больше психологического ощущения прохлады. Полуглянцевая краска – это примерно 40-50%. И вот это уже барьер, через который вам необходимо проходить, только если вы действительно точно знаете, что вы хотите добиться с помощью этого блеска, который будет в краске. Потому что у этого блеска появляется достаточно холодное ощущение, уже в этой комнате будет прямо действительно на 2-3 градуса холоднее, чем в комнате, выкрашенной в такой же цвет, но в матовую краску. Это исследователями зафиксированный факт. И в этой комнате, если вдруг ваши строители немножко отдохнули на отделке стен, то уже этот уровень глянцевости выявляет практически все недочеты, которые строители не успели сделать. И есть еще глянцевая краска, это примерно 80% глянцевости, и это именно та краска, от которой подташнивает, наверное, большую часть населения России и других стран СНГ, потому что в Советском Союзе этой краской любили красить все. Ей красили больницы, подъезды, даже старые усадьбы. Вы представляете, которые вот, памятники архитектуры, они их переделывали на какие-то там другие свои социальные нужды и красили стены и потолки вот этой глянцевой уродливой краской. И в несколько слоев, которые вот эти вот все трещины, пупырочки, все это очень хорошо показывает. Но ее любили за то, что она очень хорошо мылась, за то, что она очень износостойкая. И поэтому она получила такое широкое распространение. При этом, несмотря на то, что у нас вот исторически к ней такое отношение есть, глянцевая краска на самом деле это неплохо. Если ее применять умело в интерьере, если ей красить какие-то акцентные элементы, то она может давать очень красивые блики. И вот с этими бликами вы можете как-то играть. Например, у вас есть какой-нибудь красивый рельеф, и с помощью глянцевой краски вы можете его подчеркнуть и дополнительно выделить. Или, например, кстати, в некоторых интерьерах в Европе, где не знали вот про этот вот советский, значит, метод применения этой глянцевой краски, и у них нет вот этого вот субъективного отторжения этого глянца, очень хорошо в некоторых интерьерах применяется эта глянцевость, а особенно это касается стран с жарким климатом, потому что вот эта глянцевая краска очень хорошо дает эффект прохлады. Вот это хорошо работает. Так что вы тоже снимаете вот этот субъективизм, когда вы рассуждаете об интерьере своем, и здраво применяйте вот все те советы и нюансы, о которых я вам рассказала. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Напишите внизу в комментариях, полезен ли вам был этот ролик, какие у вас еще вопросы остались по поводу выбора краски, потому что я хочу сделать целую серию таких роликов. У меня очень много информации, и я думаю, я даже в один ролик не уложусь, но мне нужны ваши вопросы, потому что вы меня очень вдохновляете. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!